Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 28 марта. Поехали! Ставропольский край оказался во власти непогоды, ураганного ветра и сильных пылевых бурь. Сразу несколько округов края оказались в эпицентре урагана. Последствия не заставили себя долго ждать. Порывы ветра обрывают линии электропередач, валят деревья и срывают крыши с домов. Как сообщили в пресс-службе Ставропольского МЧС, из-за разгула стихии обесточены 13 тысяч домов. Без света осталось 38 тысяч человек. Максимальные порывы ветра составили 32 метра в секунду. ГИБДД просит жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Мощные пылевые бури, накрывшие регион, создали условия, при которых практически невозможно двигаться на автомобиле. Видимость местами не превышала и 10 метров. По краю отмечено ряд ДТП, но, как сообщают местные СМИ, обошлось без пострадавших. Коммунальщики уже приступили к восстановлению инфраструктуры. Некоторые дороги оказались заблокированы упавшими деревьями. В эквадорской провинции Котопаси после недавних сильных дождей, вызвавших сильнейшие наводнения, теперь спустя неделю начали сходить крупные оползни. И они действительно поражают своим масштабом. Некоторые из них настолько большие, что для того, чтобы их возможно было осмотреть, воспользовались дронами. Часть районов лишила своих дорог, так как трещины в земле из-за оползневых процессов превышают несколько метров. На данный момент уже пострадало 3000 человек из 10 общин. Большая масса оползней происходит в секторе Румипунга, кантон Сикчос. Местные власти отметили, что в этом районе помимо повреждения дороги есть ущерб и посевам, особенно картофелю. Пострадало также много домов. Часть из них грозит опасность оказаться на грани обрушения. Подвижка грунта продолжается, власти в связи с этим начали эвакуацию населения. Пострадавших среди местных жителей нет. Чрезвычайная ситуация с плохой погодой продолжается в Квинсленде, штате на северо-востоке Австралии, где за последние несколько часов прошли новые проливные дожди, вызвавшие наводнения и серьезные неудобства. Один человек погиб и еще один пропал без вести. Несколько человек также были спасены пожарными, они оказались застигнуты потоками воды на одной из дорог. Более того, пожарная и аварийные службы Квинсленда с вечера воскресенья провела 9 спасательных операций на воде в регионе Тувумба и получила более 80 запросов о помощи, связанных с наводнением. Бюро метеопогоды поставило большую часть южного и юго-восточного Квинсленда под наблюдение из-за риска внезапных наводнений в связи с наличием прибрежной депрессии, которая в понедельник перемещается на материк. Синоптики заявили, что проливные дожди до 180 мм осадков ожидаются всего за 6 часов. Интенсивные дожди силой до 200 мм ожидаются в различных районах Голд-Коста, Брисбена и Ипсвича. Непогода на юго-востоке Испании продолжается уже вторые сутки. Буквально вчера на южную испанскую провинцию Альмерия обрушилась сильная гроза, которая вызвала сильное наводнение. Были выпущены оранжевые и желтые предупреждения о дожде и шторме для прибрежных районов всего валенсийского сообщества и оранжевое предупреждение для южного региона внутренней части Валенсии. Сильные осадки, которые наблюдаются уже в течение 2 дней, ожидаются и сегодня во второй половине дня на юге Валенсии и на северном побережье Кастельона. Есть также желтые предупреждения о дожде во внутренних районах на северном побережье Аликанте, а также во всех других прибрежных районах сообщества. На северном побережье в Кастельоне ожидается ветер силой до 7 баллов, а также волны высотой до 3 метров. Температура также останется низкой, максимум 10 градусов по Цельсию. Внезапное наводнение, которое произошло в деревне Карасанбунг, регенство Ванасоба, Центральная Ява, привело к гибели одного человека. Это наводнение также повредило сотни гектаров рисовых полей. Сильным потоком воды разрушило несколько зданий. Местные жители зафиксировали потоки воды, которые неслись вниз, снося и разрушая все на своем пути. Как сообщают СМИ, высота паводка в отдельных районах превышает 2 метра. Какой нанесен урон местным жителям, сложно ответить. Пострадало 50% урожая, и это только по предварительным данным.
Синоптики предупреждают, что сегодня и завтра будет идти сильный дождь, который принесет в этот район более 110 мм осадков. Власти уже объявили желтое погодное предупреждение, а также подготовили несколько мест для эвакуации местных жителей. Некогда живописное место в Пьемонте на северо-западе Италии стало похожим на лунный пейзаж. Почти 100 лет здесь было искусственное озеро, однако в этом году оно пересохло. В 1929 году рядом с городом Черезуль-Реале построили гидроэлектростанцию. Для работы она использовала воду из искусственного озера. В нем накапливалось до 35 миллионов кубометров воды. Озеро также важный ресурс для орошения сельскохозяйственных культур. Теперь фермеры могут остаться без воды. Как будет работать гидроэлектростанция, пока тоже непонятно. Искусственное озеро считается также туристической достопримечательностью национального парка Гран-Парадиза в Западных Альпах. Оно пересохло впервые за все время своего существования. По данным экологической организации, температура в Альпах повышается в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру. К этому же последние 10 лет снега на планете неуклонно становится меньше. За последние сутки в Омане произошла серия камнепадов в вилаяте Ибри. В результате этих обвалов уже стало известно о гибели 5 человек, и еще столько же получили травмы. Один из массивных камнепадов был зарегистрирован в карьере на севере Омана. Дальнейшие оползни после этого мощного обрушения препятствовали работам спасателей в карьере, чтобы спасти тех, кто остался под завалами. Кадры, которые опубликовали местные жители, показывают, как высокая скала рушится в карьер внизу, создавая огромное облако пыли, когда там находятся рабочие. Ибри расположенный в горной цепи Хаджар, примерно в 200 километрах от столицы Маската, является центром карьеров, в основном мрамора, в которых часто работают иммигранты из Южной Азии. К сожалению, там довольно часто происходят такие обвалы, которые уносят с собой жизни людей. Торнадо категории EF2 обрушился на регион Южной Каролины. Он нанес серьезные повреждения многим зданиям, часть из которых была практически полностью разрушена. Были повалены сотни деревьев и столбов линий электропередачи. Максимальные порывы ветра составили 185 км в час. Ширина прохождения торнадо составила 4 километра, а путь, пройденный им, превышал 6 километров. На этом участке практически полностью все разрушено. В результате буйства стихии погибло 2 человека, еще 6 получили травмы, им была оказана медицинская помощь. Коммунальщики уже успели частично восстановить энергоснабжение в этом районе. Тут продолжаются работы по расчистке завалов и дорог от падения деревьев. Местные СМИ сообщают, что по меньшей мере 12 домов были частично разрушены, 6 из которых были непригодны для проживания. Местные жители говорят, что предупреждение о формировании торнадо им не пришло, хотя ранее всегда приходило оповещение. На Канаду обрушился циклон, который принес с собой снежные осадки и метель. Сильнее всего досталось центральным районам, особенно страдают от погодной аномалии местные жители провинции Онтарио. Несмотря на то, что во дворе конец марта, в провинции снег и мороз. Синоптики прогнозируют, что далее ситуация будет только усугубляться. Уже южная часть Онтарио столкнется поистине ледяными температурами. Этот всплеск холодного арктического воздуха опустит температуру более чем на 10 градусов. Уже сегодня вечером температура воздуха на территории Северного Онтарио опустится до отметки в минус 20 градусов. Сильный мороз будет усугубляться холодным северо-западным ветром, из-за сильных порывов которого он будет ощущаться куда сильнее. Ожидается, что в течение дня высота снежных покровов в некоторых районах может составить 20 сантиметров. В связи с экстремальными погодными условиями местные власти призвали жителей воздержаться от дальних поездок и по возможности оставаться дома. За последние сутки на Земле произошло 121 землетрясение с магнитудой от 2,0 до 5,8. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Бриллиантовый пляж в Исландии.
Бриллиантовый пляж берет свое название благодаря кускам нетронутого льда, которые похожи на гигантские необрезанные бриллианты. Он расположен рядом с ледниковой лагуной на южном побережье Исландии. По зеркально-гладкой поверхности лагуны, которая образовалась в результате таяния ледника, медленно дрейфуют отколовшиеся от него огромные глыбы льда и направляются в сторону открытого океана. Эти гиганты поражают своими внушительными размерами и многообразием форм и оттенков. Одни белоснежные, другие кристально-голубые, а третьи будто летописи ушедших времен, испещрены угольно-черными полосами от пепла древних вулканических извержений. Они сверкают на солнце, как драгоценные камни на черном бархате. По этому пляжу и дали соответствующее название – бриллиантовый. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание и до завтра.